Приветствую, уважаемые подписчики и просто зрители! Рада видеть вас на канале Блеск. Ранее я уже публиковала видеоинструкции по приготовлению вин из смородины и винограда, а в прошлом году я делала малиновое вино и теперь могу поделиться своим опытом. Для приготовления этого напитка понадобится 5 литров ягод, это примерно 4 килограмма, 5 литров воды и от 2,5 кг сахара. Процесс производства любого вина разделен на несколько этапов. И первый из них – подготовка ягод. Их нужно перебрать, чтобы не было мусора, гнилых и заплесневелых плодов. Я на вино прямо с куста отбирала сухие, чистые и здоровые ягоды. На их поверхности живут дикие дрожжи, которые и запускают процесс брожения, поэтому мыть малину не надо, чтобы не смыть эти бактерии. Далее необходимо превратить ягоды в пюре. Малина – довольно нежная ягода и легко давится толкушкой, поэтому запускать тяжелую артиллерию в виде блендера нет необходимости. Полученную кашу перекладываем в чистую и сухую посуду для брожения. Туда же всыпаем 750 грамм сахара. Это 70% от его общего количества. И вливаем 3,5 литра сырой воды. Это тоже 70% от всей воды. Все хорошо перемешиваем. Можно сахар предварительно растворить в воде и просто влить сироп к ягодам. Лопатку лучше использовать деревянную или силиконовую. Чем меньше контактов сырья с металлами, тем лучше. Они вызывают окисление. На горлышко бутыли надеваем резиновую перчатку и прокалываем иглой один из пальцев. Наполнять емкость можно не более чем на 70%. Должно остаться свободное пространство для пены и углекислого газа. Оставляем будущее вино в темном месте при температуре 18-25 градусов. Темноту можно обеспечить, просто обернув посуду черным пакетом. С этого момента начинается второй этап – ферментация. Длится он 7-10 дней. Перчатка надулась на вторые сутки, значит, началось брожение и выделение углекислого газа. Во время этого этапа необходимо ежедневно перемешивать содержимое банки, поскольку ягоды, то есть мезга, будут всплывать на поверхность и при длительном контакте с воздухом могут закисать. Вместо перчатки можно установить на банку крышку с гидрозатвором, особенно если процесс брожения очень бурный и перчатку часто срывает. В конце этого периода рукавичка сдуется или в гидрозатворе перестанут образовываться пузыри. Значит, бактерии уже съели сахар. Пора переходить к следующему процессу. Процеживаем содержимое емкости через марлю, помытую и сухую посуду. Жмых хорошо отжимаем. После этого его выбрасываем. Ягоды уже передали все свои богатства жидкости, суслу. Вливаем его в бродильную емкость. С 5 литров воды мы уже использовали 3,5, осталось 1,5 литра. В воде нужно растворить треть сахара, который остался. То есть использовали на первом этапе 750 кг, осталось 750 грамм. Делим на 3, получается по 250 грамм. Так что по столько сахара надо добавлять в вино трижды. Заливаем сироп в банку. Сосуд опять же заполняем примерно на 70-75%. Насаживаем перчатку или гидрозатвор. Далее начинается стадия активного брожения, которая длится от 25 до 60 дней. Вино и дальше должно стоять в темном месте. В это время бактерии в вине потребляют сахар, превращая его в спирт и углекислый газ. Этот газ выходит в виде пузырьков гидрозатвора или надувает перчатку и вылетает через дырочку. В то же время воздух внутрь не проникает и не вызывает порчи продукта. Через 3-4 дня после переливания нужно внести вторую порцию сахара. Взвешиваем 250 грамм. Растворять будем уже не в воде, а в самой малине. Для этого сливаем немного сока через трубочку. Хорошо размешиваем. Вливаем раствор в емкость и снова устанавливаем перчатку. Через 4 дня таким же образом подкармливаем дрожжи последней, третьей порцией сахара на 250 грамм и оставляем в покое до конца брожения.
Если рукавичка сдуется, значит бактерии успели съесть весь сахар и просят еще. Другой причиной может быть похолодание. В этот период нельзя допускать снижение температуры до 16 градусов, иначе брожение остановится и восстановить его будет трудно. Иногда перчатка опускается из-за большой дырочки в резине. Вино еще бродит, но этого незаметно, потому что газ убегает в дырочку слишком быстро. Тогда необходимо заменить перчатку и, если она надулась, проколоть тонкой иглой, а если нет, добавить еще немного сахара. Если и после этого газообразование не возобновилось, а после процеживания прошло более 25 дней, значит активное брожение завершилось. Это происходит тогда, когда содержание спирта в продукте достигает 12-15 оборотов. При этом дрожжи погибают и опускаются на дно посуды в качестве осадка, а вино становится более светлым и прозрачным. Теперь от осадка необходимо избавиться, иначе он придаст напитку горечь. Заранее ставим посуду на край стола, чтобы осадок успел осесть после передвижения банки. Сливаем молодое вино через трубочку в другую, чистую и сухую посуду. Осадок оставляем на дне. Если малина еще бродит на 40-й день после последнего добавления сахара, ее все равно надо избавить от осадка и поставить на то же место дображивать. Далее напиток нужно попробовать. Если сладости не хватает, добавляем сахар по вкусу. Когда вино набирает достаточной крепости, сахар уже не будет перерабатываться на спирт, а полностью останется в вине. И теперь можно окончательно определиться со сладостью напитка на ваш вкус. Любители крепленого вина могут добавить водку или спирт в количестве от 2 до 15% от объема. Если подслащивали, то снова надеваем на горлышко перчатку на случай повторного брожения. Далее идет стадия тихого брожения или созревания. Ее продолжительность 3-6 месяцев. Емкость отправляют в прохладное место с температурой от 6 до 16 градусов. Желательно наполнять ее доверху, чтобы минимизировать контакт с воздухом. Если за неделю признаков брожения не обнаружено, то перчатку или гидрозатвор можно заменить обычной крышкой. Раз или два в месяц бутыли необходимо проверить и, при необходимости, снова снять напиток с осадка. Так оно еще больше очистится. Когда этот период выдержки завершится и осадок больше не будет появляться, вино можно перелить в бутылки и закупорить пробками. Хранят вино обычно в лежачем положении при температуре 6-8 градусов. Напиток готов. Можно продегустировать и поделиться своими впечатлениями. Малиновое вино получилось слаще и мягче на вкус, чем мое вино из смородины. Но вкус зависит и от количества добавленного сахара, и от собственного вкуса ягод. Дождливые лета не кислые, а в солнечные послаще. Цвет насыщенный, рубиновый, с хрустальной прозрачностью. Аромат душистый и летний. На этом все. Спасибо за внимание. Вкусного вам вина и до встреч в новых видео.